Предприятие приобретает прецизионный немецкий станок за 1 000 000 евро. Но стоит передвинуть его на пару метров при перепланировке цеха, как встроенная система GPS-навигации тут же намертво заблокирует систему ЧПУ. Чтобы вернуть оборудование к жизни, владельцу придется пройти через круги бюрократических согласований с зарубежным производителем. Эта практика тотального контроля десятилетиями казалась неизбежной платой за доступ к высоким технологиям. Однако именно эти жесткие ограничения и вера в собственную незаменимость ослепили лидеров рынка, не заметивших, как у них за спиной выросла альтернатива, навсегда изменившая баланс сил. В 2025 году мировая промышленность зафиксировала историческое событие, которое еще недавно казалось просто немыслимым. Немецкая ассоциация производителей станков была вынуждена признать, что Германия навсегда потеряла корону главного экспортера оборудования, уступив ее Китаю. С долей рынка в 21,6% китайские машиностроители уверенно вышли на первое место в мире. Японские и немецкие бренды, привыкшие конкурировать исключительно между собой, вдруг столкнулись с невиданным ранее масштабом экспансии. Но как же именно вчерашние производители простейших станков смогли занять эту вершину? Долгое время в профессиональной среде бытовал миф, что китайское лидерство держится исключительно на дешевом копировании и низком качестве литья. Статистика на начало 2026 года разбила это заблуждение просто вдребезги. Физический объем экспорта станков из Китая упал более чем на 20%, но при этом общая валютная выручка выросла почти на 16%. Это означает, что эпоха дешевых кастинг-китов ушла в прошлое. КНР перешла к экспорту высокотехнологичных 5-осевых обрабатывающих центров. Но чтобы понять, почему эти машины выигрывают конкуренцию, необходимо заглянуть внутрь процесса резания, где правят 3 главных физических закона. Любой инженер знает, что металлообработка – это непрерывная война с законами природы. На микроуровне точность станка атакуют 3 беспощадных врага – тепловое расширение, вибрационный резонанс и механический износ подвижных элементов. Немецкая и японская инженерные школы веками строили свои триумфы на создании конструкций, способных противостоять этой триаде на протяжении десятилетий. Но именно здесь, в области фундаментальной физики, китайские инженеры нашли нестандартные решения, которые позволили обойти классические ограничения без запредельного удорожания конструкции. Шпиндель станка, вращающийся на огромных оборотах под колоссальной нагрузкой, неизбежно выделяет тепло. Металл расширяется, и отклонение всего на несколько градусов уводит инструмент с микронной траекторией. Немецкие инженеры традиционно решали эту проблему созданием сложнейших и безумно дорогих систем принудительного жидкостного охлаждения каждого узла. Китайские же инженеры пошли по пути симметричного проектирования рам и внедрения программной термокомпенсации. Но как бы эффективно станок не боролся с теплом, его точно мгновенно разрушит второй физический враг, если станина потеряет свою жесткость. В процессе высокоскоростного фрезерования инструмент буквально бьет по металлу с огромной частотой, вызывая самовозбуждающиеся микровибрации, так называемый чаттер. Стоит станку войти в резонанс, и обработанная поверхность покроется волнами и заусенцами, отправляя деталь в окончательный брак. Борьба с вибрацией требует колоссальной жесткости и тяжести станины, гасящей любые колебания. Традиционные бренды веками гордились своим тяжелым чугунным литьем, но современное компьютерное моделирование позволило оптимизировать жесткость станин без лишних тонн металла. И все же главным испытанием для любого станка остается не первый пуск, а неумолимое время. Сделать точный станок, который покажет идеальный результат на выставке, задача средней сложности. Настоящий вызов для станкостроителя заключается в том, чтобы эта машина сохраняла микронную точность после 3 лет непрерывной работы в 3 смены в тяжелом резании.
Японские производители заслужили свою репутацию именно благодаря феноменальной памяти точности их чугуна. Китайскому оборудованию долгое время не хватало этой стабильности. Геометрия рам начинала плыть уже через пару лет. Но китайская государственная машина запустила проект, который навсегда закрыл этот технологический пробел. В станкостроении существует классический замкнутый круг. Чтобы изготовить высокоточный вал или шпиндель для нового станка, вам уже необходим сверхточный шлифовальный станок. Страны, упустившие этот базовый уровень прецизионного машиностроения, обречены на вечное отставание. Долгое время Китай был заперт в этом парадоксе, импортируя до 90% высокоточных компонентов. Для разрыва этого круга потребовалась беспрецедентная по масштабам программа государственной поддержки, которая полностью перестроила внутреннюю технологическую цепочку. Кстати, специально для тебя я создал закрытое Boosty-сообщество, где мы разбираем темы машиностроения очень подробно. Поэтому, если тебе лень смотреть все 500 роликов у меня на канале, а результат нужен уже завтра, то заходи, ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и описании. В 2009 году правительство КНР запустило амбициозный национальный проект под кодовым названием «Специальный проект 04». В течение 11 лет лучшие умы и огромные государственные субсидии были направлены на решение одной только задачи – локализацию ключевых компонентов станкостроения. Результаты этой работы изменили все. Доля отечественных систем ЧПУ на китайских заводах выросла с мизерного 1% до 32%, а среднее время наработки оборудования на отказ увеличилось более чем в 3 раза. И именно этот окрепший фундамент идеально совпал с рождением нового индустриального гиганта. Взрывной рост индустрии электромобилей в Китае не просто увеличил количество заказов, он полностью изменил требования к механической обработке. Вместо классических блоков цилиндров и сложных многоступенчатых коробок передач потребовалось обрабатывать огромные аккумуляторные отсеки и тонкостенные алюминиевые корпуса электроприводов. Традиционные немецкие и японские станки, оптимизированные под обработку тяжелой стали ДВС, оказались слишком неповоротливы и дороги для этих задач. Китайские производители оборудования, находясь в эпицентре этого технологического бума, мгновенно адаптировались под новые строгие требования. Когда технологический гигант Tesla внедрил технологию гигантской отливки кузова, заменивших 70 сварных деталей одной монолитной частью, правила игры изменились навсегда. Для обработки таких колоссальных деталей потребовались специализированные портальные обрабатывающие центры с огромными рабочими ходами и невероятной скоростью перемещения. Китайские производители станков оказались единственными, кто смог мгновенно разработать и поставить такие решения на конвейер. Но превосходство в железе ничего не значит без совершенной системы управления, которая является истинным мозгом любого современного станка. Да, мы говорим про системы ЧПУ, которая определяет не просто траекторию движения инструмента, но и всю экономику производственного процесса. Традиционные японские и немецкие бренды веками удерживали лидерство за счет проприетарных закрытых систем управления, жестко привязывающих клиента к одному поставщику. Китайские и тайваньские разработчики ЧПУ пошли по пути открытой архитектуры и модульности. Они предложили рынку решения, которые легко интегрируются со сторонними датчиками и роботами без грабительских лицензионных платежей. Чтобы понять масштаб этой разницы, достаточно взглянуть на философию классического японского лидера. Японская система FANUC – это синоним абсолютной надежности и консерватизма в автоматизации. Ее закрытая архитектура глубоко интегрирована с собственными приводами и двигателями, что гарантирует десятилетия безупречной работы без зависаний. Электроника FANUC адаптирована под любые скачки напряжения в сети благодаря изолированным трансформаторам. Однако платой за эту стабильность является экстремальная дороговизна модернизации и ремонта. Нежелание японских инженеров открывать свои коды сторонним разработчикам создало идеальную нишу для их европейских конкурентов. Немецкая система Sinumeric – это шедевр математической мысли и свободы программирования. Она способна координировать сложнейшую одновременную работу 32
осей, превосходно справляясь с изготовлением лопаток турбин авиадвигателей. Открытый код позволяет инженерам создавать собственные понятные переменные и сложные логические циклы обработки. Но за эту цифровую свободу приходится платить высочайшей чувствительностью к качеству питающей сети и сложностью обучения операторов. В поиске компромисса между японской жесткостью и немецким интеллектом рынок открыл для себя совершенно иной класс систем управления. Тайваньская система Syntec и китайская GSK совершили настоящую революцию, сделав ЧПУ технологии доступными для любого малого бизнеса. Syntec предложил разработчикам бесплатные компоненты интеграции под управлением Windows, что позволило мгновенно подключать любые датчики и роботов сторонних брендов. Владельцы небольших мастерских получили возможность программировать станки прямо у стойки с помощью интуитивных графических подсказок. Это разрушило миф о том, что точная обработка требует баснословных затрат. Но как китайским брендам удалось соединить эти бюджетные мозги с качественным железом? Современный китайский станок среднего класса – это продукт глубокой глобальной интеграции. Станкостроители из КНР перестали пытаться делать все самостоятельно, применили гибридный подход. Они варят и стабилизируют тяжелые жесткие станины на собственных заводах, но оснащают их превосходными итальянскими шпинделями, точнейшими тайваньскими направляющими и надежными японскими серводвигателями. В итоге получается машина, предлагающая 80% возможностей премиального европейского станка за половину его стоимости. Однако за этим красивым фасадом скрывается глубокий парадокс. Несмотря на лидерство по объемам экспорта, китайская промышленность до сих пор находится в критической зависимости от импорта ключевых прецизионных узлов. Стоит перекрыть поставки немецких подшипников или японских направляющих ультракласса точности, и производство китайских питьевых центров остановится. Инвестиционные аналитики называют это последней нерешенной головоломкой китайской индустрии. Китай научился массово производить станки среднего класса, но вершина прецизионных технологий по-прежнему остается в руках старых мастеров, хотя их собственное положение становится все более угрожающим. Пока азиатские производители стремительно наращивают компетенции, европейская станкостроительная отрасль переживает глубокий структурный кризис. Запредельные цены по энергоносителям, острый дефицит молодых инженерных кадров и падение заказов от стагнирующего автомобильного сектора привели к резкому сокращению производства. Германия впервые за многие десятилетия не смогла преодолеть критическую отметку производства станков в 10 миллиардов евро. Европейские заводы вынуждены сокращать персонал и урезать бюджеты на перспективные исследования, спасая свою рентабельность единственным доступным способом. Понимая неизбежность смещения центра промышленного притяжения в Азию, ведущие немецкие и японские бренды начали масштабный перенос своих производственных мощностей непосредственно на территорию Китая. Сегодня иностранные заводы в Китае генерируют более 40% выпуска многих европейских машиностроительных холдингов. Эта стратегия позволяет им обходить таможенные барьеры, снижать логистические издержки и использовать дешевую китайскую компонентную базу. Но в этой гонке за выживанием ключевым полем битвы становится не цена продажи станка, а то, что происходит после его установки непосредственно в цехе. Продать сложнейший обрабатывающий центр – это лишь половина дела. Настоящая жизнь станка длится 10-20 лет, и все это время он требует непрерывного обслуживания, калибровки и мгновенной поставки запасных частей. Укоренившиеся японские и немецкие бренды обладают колоссальным преимуществом в виде глобальных, выстроившихся десятилетиями сервисных сетей, хотя в настоящее время это уже не так. Китайские производители, несмотря на технологический рывок, пока сильно отстают в скорости реагирования поддержки своей продукции за пределами Азии. Именно этот фактор сегодня разделяет глобальных потребителей на два непримиримых лагеря. Мир станкостроения бесповоротно раскололся на две полярные экосистемы. С одной стороны, западный клуб ультрапрецизионных технологий с жестким геоконтролем, высочайшей ценой и закрытой архитектурой для оборонных и полупроводниковых задач.
С другой — открытая азиатская экосистема, предлагающая максимальную гибкость, доступность и скорость окупаемости для массового и гражданского производства. И выбор, который сделает владелец каждого конкретного предприятия, определит не просто марку оборудования в его цехе, а то, какая философия производства победит в наступающей технологической эпохе. У меня там все, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на Boosty и всем добра. Пока-пока.